Здравствуйте, дорогие друзья! Вот посмотрите, какое прекрасное украшение я для вас подготовила. Совсем недавно мне одна подписчица написала, что давненько мы ничего не делали из стекляруса. Хотела я сделать очень простенькую какую-нибудь цепочку, но увлеклась, и вот что у меня в итоге получилось. Не буду скрывать, я очень довольна, мне очень понравился результат, тот, который я сделала. Может быть, немножко кому-то покажется сложновато это украшение, но тут всего лишь нужно освоить, как сделать вот такую вот бомбочку. Такое украшение можно сделать круглым, вот как сделала я, а можно сделать, смотрите, как будет очень красиво. Вот здесь такое переплетение, получается уже вот такое вот ювелирное изделие. Можно сделать вот так. Вот я когда разрабатывала модельку, у меня осталась дополнительная такая бомбочка одна. Вот так будет очень красиво. То есть универсальное украшение. Ну и я вам сейчас покажу, как плетется вот такой вот элемент. Как соединить между собой элементы, вы можете придумать сами. Можно сделать, как это сделала я. Бусинка, биконус и бисеринки по краям. Можно сделать какими-нибудь красивыми большими бусинами в тон. Как бы вы ни сделали, я уверена, получится очень красиво. Бисер, который я использовала, вот такой вот белый прозрачный или серебристый прозрачный бисер. Его номер 78102. Вот и все бусинки, которые у меня остались при плетении этого украшения. Это такие вот гематитовые бусинки. Их размер 4 миллиметра. И еще я здесь использовала вот такие биконусы 4 миллиметра. Вот здесь они стоят посерединке. Ну и вот такой вот стеклярус. Я не знаю, что обозначает номер 3. Номер вот самого стекляруса это 915. Длина вот этих вот палочек составляет 7 миллиметров. Поэтому что такое тройка, я не знаю. Плела я на мононити. Вы можете взять леску, потому что у меня бисеринки, вот эти серебристые, у них дырочка, ну, будем говорить, не очень большая, и в некоторых местах мне проходить приходилось, ну, с таким трудом. Поэтому, если вы возьмете леску 0,18-0,20, у вас все прекрасно получится. Да, если вы будете менять нить, а я меняла нить дважды в этом украшении, лучше всего это делать вот здесь, в районе вот этих вот биконусов. То есть подошли к тому моменту, что нужно поменять ниточку, где-то вот в этом районе вы ее меняете. Ну вот, в общем-то и все. А сейчас я вам покажу, как сплести вот такой вот элемент. Да, я еще хотела сказать, вот я пробовала это сделать в белом цвете. И вот это плетение, оно отличается немножко от вот этого плетения. Хотя размер бусин абсолютно одинаковый. Видите, вот я попробовала применить вот такое плетение для черных бусинок. И получилась вот такая вот кракобяка некрасивая. Так плести немножко легче вторым способом. Но здесь получаются более длинные вот эти вот дуги из бисера. И сама бомбочка, смотрите, по размеру получается чуть-чуть длиннее. Но я вам покажу и такой вариант, и такой. А вы сами выберите, как вам будет легче. Ну, итак, давайте приступим. Материалы наши сегодня будут отличаться. Я, смотрите, взяла два вида бисера, два цвета бисера. Я вам покажу, для чего, чтобы вы не запутались. И два вида бусинок. Вот эти вот розовые бусинки у нас будут означать вот эти бусинки, которые стоят по краям, чтобы вы не запутались. А те, которые у нас стоят в самой бомбочке, это будут красные. Ну и так, мы делаем начало. Уж кто как начнет плести. Я промежуток делала
Смотрите, бисеринка, биконус, бусинка. Ну, давайте и здесь мы сейчас так сделаем. Бисеринка, биконус, бисеринка и наша бусинка, от которой будет начинаться наша бомбочка. Подтянули. Ну и теперь начинается у нас с вами самое сложное. Смотрите, начинаем мы такой набор делаем. И смотрите, наш первоначальный набор состоит из таких вот элементов. Бисеринка, стеклярус, бисеринка, бусинка, бисеринка, стеклярус, бисеринка. Подтягиваем это к нашей бусинке. И делаем вот что. Смотрите, мы заходим, можете даже сильно не подтягивать. Мы потом опустим это все наше плетение. И заходим вот в ту бисеринку, которая от нашей бусинки. Заходим, бисеринка, стеклярус, бисеринка, и выходим из бусинки. И подтягиваем. Смотрите, что у нас с вами получается. И теперь мы делаем вот что. Смотрите, мы набираем. Я специально взяла розовый бисер. Вы, когда будете плести, конечно, вы можете брать бисер однотонный. А можете сделать вставку другую. Вот эта розовая бисеринка, это будет бисерина, которая будет соединять между собой наши вот эти вот бусины. То есть набираю розовая бисеринка, еще бусинка 4 миллиметра, бисеринка, бусинка и бисеринка. Вот такой вот у нас с вами будет набор. 2 бусинки в обрамлении бисеринок. Вот выходит наша ниточка из бусинки. Мы заходим в эту бусинку с обратной стороны, вот так. И подтягиваем. И у нас с вами, смотрите, что уже получилось. С таких элементов, кстати, можно набирать очень даже симпатичное будет украшение. Продолжать сюда. Ну и вот, сделали мы. И сразу проходим через бисеринку в соседнюю бусинку. Вот так. И вот сейчас будет просто самое сложное, что в этом плетении есть. Мы набираем бисеринку, стеклярус и еще одну бисеринку. Вот такой набор. И заходим, смотрите, вот у нас с вами стоит стеклярус с бисериночками. Мы заходим вот так из-под низу, вот в бисериночку, и выходим вот так из стекляруса, мы не заходим в бисеринку. Подтягиваем. И вот смотрите, у нас с вами образовалась третий элемент нашего треугольника. И вот смотрите, мы вышли из стекляруса. Не заходим мы вот в последнюю нашу бисериночку. Мы набираем одну бисериночку и заходим в бусинку. И смотрите, что у нас в итоге должно получиться. Между двумя бусинками, вот между каждыми бусинками, должен получиться такой набор. Одна бисеринка, которая связывает между собой бусинки, и 2 бисерины, которые относятся к стеклярусу. Одна бисерина идет к одной бусинке, а вторая бисерина идет к другой бусинке. Смотрим, что у нас есть. Вот здесь у нас уже есть бисеринка, которая уходит в стеклярус, а вот здесь нет. Поэтому мы проходим дальше, смотрите, в бисеринку и выходим из следующей бусинки. Вот, вышли мы из бусинки, и мы должны сделать так, чтобы у нас здесь тоже получилось вот такой набор. То есть, что мы делаем? Мы набираем одну бисеринку и заходим в стеклярус, вот сюда.
И заходим в стеклярус. И проходим вот сюда, и даже через бисеринку проходим последнюю. Подтянули хорошенечко. И вот смотрите, у нас здесь образовался такой точный элемент. Теперь мы заходим в соседний стеклярус. И у нас получилось так, что здесь такой элемент есть, а здесь не хватает одной бисеринки. Мы ее одели и заходим в бусинку. И выходим теперь мы из бисеринки, которая соединяет наши три бусинки. Вот так. Ну, а дальше все просто. Мы уже такой жгут плели ажурный, в котором вставляли бусинки. Мы набираем по 5 бисерин. Вот, 5 бисериночек. И проходим в следующую по ходу плетения бисеринку, которая соединяет наши бусинки. Набираем следующие 5. 5. Проходим в следующую. И набираем еще 5 бисерин. Проходим в бисеринку, которая соединяет наши бусинки, и выходим вот сюда, вот в третью бисериночку. Вот, смотрите, мы заходим вот в эту розовую и проходим вот сюда в верхушечку. Всегда, когда мы набираем нечетное количество бисерин, вот центральная бисеринка из этих нечетных бисерин, всегда ее видно. Вот она всегда кончиком. И здесь тоже, смотрите, раз, два, три. Вот в третью мы заходим. Подтянули. И теперь в ход пошли биконусы. Биконусы 4 миллиметра. Здесь мы отсчитываем раз, два, три. И заходим вот так в третью сразу. Набираем еще биконус. И заходим опять. Раз, два, три. Вот сюда в третью. И еще раз делаем то же самое. Проходим вот сюда в третью бисериночку. И я делала еще так для того, чтобы скрепить. Я проходила через биконус и выходила вот в эту бисеринку. Так мы лучше скрепим. Не надо будет постоянно поддерживать. И теперь делаем то же самое. Набираем по 5 бисерин. 5. И заходим вот в эти бисериночки, которые связывают наши биконусы. Набираем 5. И проходим опять вот в эту вот бисериночку. И последние 5 бисериночек мы проходим в бисеринку, которая связывает биконусы, и проходим вперед. В третью бисерину выходим. Вот она, третья бисериночка. И опять одеваем наши бусинки 4 миллиметра. Отсчитываем раз, два, три. Вот сюда в третью бисериночку заходим. Опять раз, два, три. Вот в третью зашли. И еще. Раз, два, три. Вот в третью бисериночку мы заходим. И вот у нас с вами получилась почти готовая уже вот такая бомбочка. Ну, так как у нас в данном случае центральные бисеринки получились голубые, связывают наши бусинки, поэтому я продолжу делать розовыми. Эти розовые у нас будут бисерины, которые вот в этом случае были голубыми. Смотрите, что мы делаем дальше. Мы должны сделать точно такое же соединение, как здесь. И мы смотрим, у нас в итоге получается между двумя бусинами вот такой набор. Бисеринка, которая связывает наши бусинки, 2 бисеринки, которые отходят к стеклярусу. И этот набор у нас начинается именно с бусинки, а не с бисерины. Поэтому мы проходим дальше по ходу плетения, выходим из бусинки. Мы с вами должны набрать вот такой набор. 2 стекляруса в обрамлении бисериночек. Подтянули и делаем мы вот что. Смотрите, вот из бусинки выходит наша нитка. Вот из этой бусинки. Мы в эту же бусинку и заходим.
с обратной стороны. И вот у нас с вами, видите, получилась первая дуга. Дальше, так как наше плетение начинается из бусинки, мы с вами проходим, смотрите, в центральную бисеринку, которая связывает наши две бусинки, и заходим в следующую бусинку. И здесь мы уже набираем вот такой набор, смотрите. И заходим мы, вот, видите, те две бисеринки, которые до конца нашей бомбочки стоят, мы заходим вот так вот в бисеринку, в стеклярус, подтягиваем. И вот у нас с вами что получилось. Видите, третья дуга встала. И мы можем сразу одеть одну бисериночку и зайти в бусинку. И смотрите, что у нас получилось. Здесь получился такой элемент из 3 бисерин, а здесь и здесь еще нет. Ну и так как наш набор, я сказала, должен идти из бусинки, а у этой бусинки уже стоит бисерина, поэтому мы проходим по бисеринке, которая связывает наши две бусинки, и в соседнюю бусинку. Вот сюда. Вот так. И мы смотрим, чего не хватает. Вот здесь не хватает одной бисеринки. Мы ее набираем и уходим в стеклярус. Вот сюда. В стеклярус, и сразу мы заходим в бисеринку, которая возле этого стекляруса. У нас таким образом вот эти 3 бисериночки между собой тоже свяжутся. Подтягиваем и смотрим. Здесь у нас образовался такой набор. Здесь образовался, а здесь не хватает. Значит, мы что должны сделать? Проходим в бисериночку и в стеклярус. Из стекляруса вышли. Набираем бисериночку. Заходим в бусинку. И вот смотрите, наша бомбочка полностью готова. Мы идем по вот этим бисериночкам вот сюда на конец нашего элемента. Вот вышли. И чтобы у нас было симметрично, одеваем бусинку, бисеринку, биконус, бисеринку и бусинку. И здесь мы можем начать уже плести второй элемент. Я вам обещала показать немножко более упрощенную версию, но, на мой взгляд, она менее красива, но, может быть, вам так понравится даже больше. Смотрите, тут, в принципе, плетение это такое точно, только мы делаем вот такой набор. Бисеринка, стеклярус. И дальше мы набираем вот такой набор. Бисеринка. Это бисеринка, которая будет связывать наши бусинки. И еще одна бисеринка. То есть мы сразу создаем тот набор, который мы вот здесь с вами делали постепенно. Мы его сразу вот делаем одним набором. Подтянули. И набираем сюда теперь опять стеклярус и бисерина. И заходим вот так. И выходим вот так вот из стекляруса. Теперь мы опять набираем такой набор. Вот так. Стеклярус. И еще одна розовая бисеринка. То есть мы сразу с вами создаем треугольник, в который мы будем вставлять потом наши бусины. Видите, у нас получается связаны вот этот стеклярус с этим. Поэтому мы, для того, чтобы нам связать все 3, заходим вот сюда из бисериночки в стеклярус. Вот в этот стеклярус, смотрите. Видите? Вот так. И все это хорошенечко подтягиваем. Подтянули. И вот у нас с вами получился созданный треугольник. Не хватает чего? Не хватает у нас здесь 3 бисерин. Набираем их. 1, 2 и 3. Вот они, 3 бисеринки. И уходим вот сюда в наш стеклярус. В последнюю бисериночку.
Подтягиваем. И вот что у нас с вами получилось. То есть мы сделали сначала без бусин обрамление из стекляруса и бисерин. И проходим мы, вот нитка выходит из одной бисерины, заходим в соседнюю, заходим в стеклярус. И тут уже на ваше усмотрение, в какую сторону захотите, в такую и пойдете. Наша задача выйти вот из этой центральной бисеринки. Зашли. И теперь мы делаем вот что. Мы вставляем наши бусиночки между вот этими голубыми бисеринками. Все, нам не нужно теперь делать 3 бисерины, как мы делали здесь. Поэтому мы с вами сразу же можем начинать оплетку. Но если вы хотите, можете проверить. 5 бисерин в этом случае будет мало. Поэтому я здесь набирала 7 бисерин. Поэтому приходится набирать 7 бисерин. И за счет этого, получается, наша бомбочка удлиняется. И заходим, как мы заходили здесь, в центральную бисериночку. И проходим вперед. В данном случае теперь уже в 4-ю. 1, 2, 3. То есть 4-ю бисериночку вот сюда. И одеваем дальше биконусы. Каждую 4-ю бисериночку проходим биконусом. Ну и теперь мы выходим вот сюда. И делаем точно так же по 7 бисерин. И проходим вот сюда в 4-ю бисериночку. 1, 2, 3, 4. Дальше между 4-ми бисеринками вставляем бусинки. Ну и заканчиваем так же, как мы заканчивали в этом случае. То есть мы одеваем бисеринка, стеклярус, бисеринка. И опять бисеринка, стеклярус, бисеринка. Вот такой набор. И заходим в бусину с обратной стороны. Проходим центральную бисеринку. И заходим опять в бусинку. Здесь мы делаем то же самое. Одеваем набор бисеринка, стеклярус, бисеринка. И заходим в ближайшие вот так вот стеклярус, бисеринку и стеклярус. Одеваем бисериночку, проходим в бусинку, центральную бисериночку и в бусинку. И здесь у нас не хватает бисеринки и бисеринки. То есть мы одеваем одну бисериночку и уходим в стеклярус сразу. Проходим бисеринку,
заходим в соседнюю. Мы таким образом связываем хорошо наши основания. И заходим в стеклярус. И осталось нам одеть последнюю бисеринку. Вы приноровитесь, как вам будет легче, так вы будете плести. Но, в принципе, тут нужно внимание, а сложностей больших, в общем-то, нету. И дальше продолжаете делать такие элементы, сколько вам захочется. Я сделала 9 элементов. Добавила немножко цепочками, потому что, украшение получилось за счет гематитовых бусин, в общем-то, тяжеловатым. Ну вот и все, друзья мои. Я надеюсь, я понятно объяснила. Уверена, что ваши украшения получатся прекрасными. Я всем желаю, рукодельте с удовольствием. Пусть все всегда получается. Всего вам доброго. До свидания.